I'll move to clinical presentations then. Давайте к самому интересному перейдем к клиническим признакам. So let me ask. So the people who said you've seen a rabid dog, can you tell me what you saw? У нас тут были коллеги, которые видели бешеную собаку в своей жизни. Можете, пожалуйста, кто-нибудь описать, что вы видели, какую клинику вы наблюдали? Yeah, very common. Thank you. Это, да, прям такая классическая картина, что мы видим. A lot Спасибо. of dog lovers find puppies on the street and try to feed them. Очень много еще есть таких ситуаций, когда большие поклонники и любители собак, спасатели собак находят щеночков на улице и стараются их накормить правдами и неправдами. There was a case where a woman fed the dogs antibiotics because the vet prescribed antibiotics, and she put the tablet down the puppy's throat for 5 days, no improvement, and came to us. Доктор говорит, у них была ситуация, когда владелец щеночка прописали антибиотики, и на протяжении 5 дней хозяйка кормила собачку антибиотиками, прямо натурально, перорально, то есть все как положено, с глубоким проникновением, и в итоге щеночку не становилось лучше никак, и это привело владелицу к ним в клинику. And she was one of those people who don't believe in vaccination. Это как раз, как водится, естественно, владелица принадлежала к той категории людей, которые убеждены, что вакцинация – это зло. 5 minutes with me, and she started to believe in vaccination. После вот этого случая она прям заверила в вакцинацию, в силу прививок. Yeah. So what I want you to remember is rabies. We learned as furious form and paralytic form, right? All the veterinarians in the room, dumb form, paralytic form, and furious form. В принципе, мы, если говорить о клинической симптоматике бешенства, то есть две таких больших категории пациентов с такой проблемой. Это форма буйная и форма паралитическая или форма, сопровождающая состоянием угнетения. And in truth, it's not the case. Many times I've seen dogs furious in the morning, dull in the afternoon, and then aggressive again. К сожалению, на практике все обстоит не совсем так, и зачастую мы у каждого конкретного животного регистрируем обе формы, которые проявляются, чередуя друг друга. Например, животное может демонстрировать буйную форму бешенства с утра и к вечеру уходить в паралитическую форму. Дальше животное переживает ночь, к утру у нее снова развиваются признаки буйства, и затем животное снова уходит в такое угнетенное состояние. And you'll see maybe 1 or 2 of the clinical signs. If you're very, very lucky, you might see 5. Otherwise, you don't see too many clinical signs. Несмотря на обилие клинических признаков, вариаций клинических признаков, которые вы можете наблюдать, зачастую в пределах одного пациента, если вам повезет, вы увидите 2 из них. Если повезет очень сильно, то 5. Едва ли вы увидите весь вот этот перечень возможных клинических проявлений. As a veterinarian, if you don't understand what's happening, think rabies. Так как вы ветеринарные врачи, когда вы не понимаете, что можно предполагать у вашего пациента, обязательно вводите из задворок подсознания бешенства. Okay. These are the clinical signs in other animals. Здесь такая сводная таблица клинических признаков бешенства у животных, отличных от собак и кошек. Please remember, rodents, this is laboratory conditions as seen in mice, rats, hamsters. This is not from the field, this is not from the wild. Обратите, пожалуйста, внимание, что то, что касается проявлений бешенства у грызунов, в данном случае относится к грызунам лабораторным, то есть к кроликам, крысам, к мышам лабораторным, не к грызунам, которые живут на воле. So a lot of us remember salivation, drooling. We ask people, or when we're looking at a dog, we think, is there hypersalivation, rabies? But it's not seen as often as we think. Seen it only in 21% of the cases. Интересный момент, касающийся также клинических проявлений бешенства, касается саливации. Мы все, есть такое классическое мнение, классическое представление, что обязательно пена у рта должна быть у бешеного животного, много-много слюны. На самом деле это неверно, только в 20% случаев статистически в качестве клинического признака регистрируется гиперсаливация.
My favorite clinical signs are change in voice and change in behavior, sudden change in behavior. Доктор говорит, что для нее самыми любимыми клиническими симптомами бешенства, на которые можно опереться, является смена тембра голоса, который животное подает, и внезапная смена поведения. Hydrophobia, another name for rabies, is only seen in humans. In animals, we don't see it because they can't express it. Что касается водобоязни, как мы знаем, это второе название бешенства на самом деле. Для наших пациентов это неверно, в отличие от людей. То есть водобоязнь – это характерный симптом бешенства, протекающего у людей, а не у животных, потому что у животных им достаточно сложно проявить эту симптоматику, этот симптом. And it's not necessarily consistent either. Однако это тоже не постоянный признак, то есть он не должен быть обязательным или не всегда проявляется. Many times I've seen dogs eat and drink till they naturally die of rabies. Неоднократно доктору приходилось видеть ситуацию, когда собака или кошка прекрасно с удовольствием ест и пьет до момента естественной гибели от бешенства. Okay. So, what do you do when you have a dog that you think has rabies? Давайте теперь рассмотрим такую ситуационную задачу. Что нам делать, как нам себя вести в случае, если вы заподозрили, что у собаки, которая сидит перед вами, бешенство. Okay, so you don't know what it is. You might think it's canine distemper, you might think it's poisoning. You're not sure. Предположим, вы не знаете. Клиническая симптоматика такая не вполне очевидная, не вполне яркая. Это может быть, например, отравление какое-нибудь, это может быть чума плотоядных, скажем. Вы не уверены. You isolate it and observe it for 14 days. Первое, что необходимо сделать, это изолировать такое животное на 14 дней и подвергнуть его наблюдению в изоляции. You will need to give it necessary treatment, food and water. Это животное должно получать воду и корм, пищу. Otherwise, it's going to die of starvation and you'll think it's rabies. Потому что очень здорово, тогда можно такой ложноположительный тест устроить, у вас собака умрет от голода, а вы подумаете, что она умерла от бешенства. Okay? So the dog's alive, happy and not deteriorating. In 14 days, it can go back to being called normal. So you observe it for 10 to 14 days, and then there's no deteriorating in health. It can, yeah, it's not rabies. В случае, если в течение 14 дней вы видите прогрессирующее улучшение у собаки, если она нормально себя чувствует, признаки клинические не становятся более яркими, не начинают проявляться, то вы констатируете, что это не бешенство, и собака дальше идет обычным путем. With experience, you will learn to be confident about rabies diagnosis. Then you can euthanize and test the case. Однако в случае, если вы видите, что признаки вас все продолжают настораживать, то все, что вы можете сделать, это подвергнуть животное эвтаназии и провести тест. So the next slide speaks about you're a veterinarian, you're in your clinic, and a person walks in with their dog and says it's been bitten by a dog they don't know. Другая ситуация, тоже для вас, как для ветеринарных врачей, вполне привычная. К вам в клинику приходит владелец, приводит собаку и говорит, что его собаку покусала другая собака, вакцинальный статус которой неизвестен. И вообще ничего об этой собаке неизвестно. What would you do? I want answers from Что the вы audience. станете делать, пожалуйста, свои комментарии. First thing is ask if the owner's dog is vaccinated or not. Yes, correct, perfect. The Да. first question is your dog vaccinated? Безусловно, это первое, в чем нам надо разобраться, это с вакцинальным статусом нашего текущего пациента. And if the answer is yes, it was vaccinated in the last year, then what do you do? Если ответ положительный, то есть да, собака была вакцинирована в прошлом году, например, что вы станете делать тогда? Вакцинация? Vaccination? Yes, you give a booster and ask them to observe it, and they can go home. But Да, животное получает бустер вакцинальный и, соответственно, остается под наблюдением. То есть владельцы пугают
чтобы он за собакой наблюдал. The wound has to be treated like I said, shave the area and then soap and water and the same thing like we do in human beings. Однако при этом не следует забывать, что обработать место укуса нужно по тем же самым правилам, о которых доктор говорила. То есть зона должна быть обработана, шерсть сострижена и область покуса промыта сначала мылом. Сначала мылом и проточной водой. Yeah, and then the dog gets a booster, but also remember to tell the client to be observant about the dog. Но, пожалуйста, не забудьте настращать как следует владельца этой собаки, чтобы он пристально наблюдал за своим питомцем. So if the dog's been vaccinated by a trusted source, then nothing to worry. В случае, Vaccination before. если собака была вакцинирована, никаких изменений не случилось с этой собакой, то все, мы можем быть спокойны. So second scenario. I'm the vet and I ask, has your dog been vaccinated? And the answer is, oh, I forgot, my friend was getting married, I was moving. There's always reasons. Not vaccinated for 2 or 3 years. What do you do next? Другая ситуация, например, да, вот вы ветеринарный врач, вы спрашиваете, скажите, ваша собачка вакцинирована против бешенства, и вам владелец говорит, ой, простите, доктор, я забыл совсем, у меня брат женился, потом я в отпуск, потом мы переехали, вообще, конечно, я забыл. Всегда у людей есть такой интересный спектр оправданий, но факт остается фактом. То есть 2-3 года назад последний раз собака была вакцинирована. Что вы станете делать? What do you do then? 2-3 years ago. Yeah. Да, 2-3 года ago. назад мы рассматриваем. Same scenario. Yes. If the dog has been vaccinated by a vaccine that promises 3 years of immunity, then yes. Если собака была вакцинирована вот тогда, когда она все-таки была вакцинирована вакциной, которая гарантирует напряженность иммунитета на протяжении 3 лет, то да, мы ведем себя точно так же, как в предыдущем случае. Next scenario. Never been vaccinated or was vaccinated 5 years ago. Другой сценарий, другая схема развития событий: не была вакцинирована никогда или была вакцинирована 5 или более лет назад. Простите? Vaccinate and isolate the dog? Yes, but how long will you isolate? To isolate? For how long to Yeah. isolate? Да, все верно, но насколько мы изолируем животное? 18 years? 18 years, yes. 18 лет, отлично. Еще вариант. Yeah. So, For 1 month? Like 30 days? no, it's actually between 4 to 6 months. You have to isolate the dog. If the dog's never been vaccinated and you do the wound treatment and give the vaccine, there is a chance, there's a 25% chance that the dog can become rabid in spite of the vaccine. Если собака никогда не была вакцинирована, и вот такая ситуация произошла, то есть она оказалась покусана предположительно бешеным животным, вакцинацию вы делаете, изоляция должна составлять от 4 до 6 месяцев, потому что существует 25% вероятности того, что вот такое невакцинированное животное в ответ на вакцинацию получит бешенство. Is it a single shot vaccination? Yes. Or is So- there any protocol? No, so there isn't any post-exposure prophylaxis recommendation by any body, by OIE or WHO. The vaccine company suggests a 5-dose like in humans, and some people follow just a booster. So it is like for this situation, it is a You single would shot. do what you do with a puppy. You give 1 shot and then between 20 to 30 days you give another shot. Ага. Вообще история такая: не существует какого-то такого четкого протокола в отношении того, как вакцинировать такое животное постэкспозиционно, за исключением рекомендаций, которые имеются для людей, те же самые, и которые рекомендованы Международным эпизоотическим бюро, которое предполагает 5 инъекций последовательных. На самом деле, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, вот когда у нас покусана собака, которая никогда не вакцинировалась, вы делаете однократную вакцинацию и повторяете вакцинацию так же, как вы делаете это со щенками. То есть спустя 3
3 weeks after 3? Yes, so between approximately 20 days. Порядка 20 дней между вот этими двумя вакцинациями должно пройти. То есть первая инъекция, 20 дней, вторая инъекция. But the actual recommendation is euthanizing the dog. Но вообще-то, на самом деле, если по-честному, рекомендация в такой ситуации – это эвтаназия собаки. But if you're in a case where you can't euthanize the dog, the dog has an owner, it's difficult to convince, then this is what the protocol would be to follow. Это такой полуофициальный протокол, вот именно поэтому, из-за того, что, в принципе, такая человеколюбивая мера в данном случае – это эвтаназия собаки. То есть если владельца не удается убедить, что животное должно по правилам пойти, да, то есть должно быть подвергнуто эвтаназии, то 4-6 месяцев изоляции не покажутся ему таким страшным наказанием, страшной карой, и тогда протокол вакцинации будет вот таким. So you should make sure that the owner understands that in the next 6 months their dog can turn rabid. There's a chance that can turn. При этом очень важно, чтобы вы обратили внимание владельца на то, что несмотря на то, что вы делаете, несмотря на вакцинацию, в течение 6 месяцев после покуса есть шанс, что собака погибнет от бешенства. If you're not confident, euthanize. Если вы не уверены во владельцах, например, или в собаке, или в себе, то подвергайте собаку эвтаназии. Okay? So this is the protocol. Вот так выглядит схематично протокол. You could check the titer, but it's not practical in developing countries. Что касается проверки титра антител, теоретически это возможно, но, к сожалению, на практике, по крайней мере, в развивающихся странах, вот как коллега рассказывал, за астрономические суммы, стоит проверить титр антител. Это, в общем, не очень такая практическая мера. I'll go ahead. Okay, so what I'm going to do is now show videos, and I want you to tell me if you think it's positive or negative. Сейчас у нас будет такая игра с вами. Доктор будет показывать вам зверей с клинической симптоматикой, а вы будете говорить, это положительные по бешенству животные или отрицательные. Okay, this is just an introduction video. The quiz starts later. Такое немножко отсроченное видео. Сейчас начнется. Можете, пожалуйста, кнопочку нажать нам? Согласитесь, странный голос у собаки. He's bitten himself a bit. Обратите внимание на самотравмирование, покусал. This suspect pup we catch in the morning. You can see the clinical signs of rabies. It's biting to the stick. Okay. And it's not spraying, it's forcefully pulling it, even when we take this away from him. You can see he's applying real force. So normally a dog would bite a bit, but a rabid dog will keep biting until it bleeds. Cage also, even after that he bit these objects. Собака, вы видите, здесь она борется как будто с палкой и кусает себя в момент вот этого сражения с палкой, и происходит кровотечение, кровоточивость. And this is a test that we have sought to, because there's no other way of telling. This is just what we do. It's not recommended as such. Вот этот тест, если можно так его назвать, вот это попытка предложить собаке палку и посмотреть, как она на нее среагирует, это такой домашний, ну, что-то вроде домашней заготовки, домашнего теста. Lockjaw. Он, обратите внимание, здесь вот спазм нижней челюсти, спазмированная нижняя челюсть. Вот, а этот тест с проверкой реакции собаки на палку, это такой их просто вот почему-то они случайно набрели с коллегами на вот эту вот такой способ проверки, в принципе, поведения и настроя собак. То есть это не то, что это научная рекомендация.
Brownie. Not responding to its name. Не обращает внимания собака на кличку, на то, что ее зовут. No, not between me. My mother and another lady on the street. Yeah, pretty much. What do you think? Что вы думаете об этой собаке? Wasn't eating, wasn't drinking. No response to call. Не реагирует. Не ела, не пила, отсутствие жажды, отсутствие аппетита. Не отвечает на свою кличку. Owner didn't remember if the dog was vaccinated before. No, doesn't know. Неизвестна история вакцинации этой собаки. Brought it in because the dog was not eating. Собака не ест, обращение было в связи с тем, что собака не ест. Yeah, I think that's it. Yeah. What do you think? Что вы думаете об этом пациенте? Vestibular syndrome. What's vestibular syndrome? It's the ear. Ah, okay. Cock. Ah. And how many think it's positive? Давайте поднимайте Raise руки, your кто hands. думает, что это бешенство. Поднимайте руки. Okay. And so the rest of you think it's negative? I have Остальные put in думают, что both. нет, да? Что скорее нет, чем да. So the rest of them don't know. Или остальные не знают. Don't know is fine. You Не can wait for the знать- animal to die, and then you can take the brain sample. Не знать это нормально, всегда можно подождать, пока оно помрет, и взять мозг для тестирования. Okay, this was the positive. Это бешенство, это положительный по бешенству пациента. Next one. Yeah. So this dog, a family of 5, husband and wife, 3 children, have 7 or 8 dogs, and they brought in this dog because what was it? He wasn't eating again, and he was biting his friends, the other dogs in the house, and this dog came to the clinic. Это следующая собака, которую мы посмотрим. Она домашняя, живет в семье из 5 человек, супруги и 3 детей. У них еще 5 собак дома. И эта собака перестала есть и начала кусать своих соплеменников, своих соседей. Именно поэтому собака оказалась в клинике. And 1 second. Выключите, пожалуйста, на секунду. Pause it. So the dog was fine until they brought it on a moped. They carried the dog, the husband and wife. They brought it in, and when they brought it to the clinic, this started. Интересно, что, в принципе, в остальном собака себя чувствовала нормально. Супруги принесли собаку в клинику, то есть как натурально принесли, да, под мышкой. Вот. И как только собаку выпустили в клинике, началась вот такая картина, которую вы сейчас увидите. And none of the dogs are vaccinated in their house. Ни одна из собак в этом доме не была вакцинирована. Going to die. Move off, no way. So we thought it was choke. The dog's trying to remove something. நாய் கடிச்ச இது Вы இருக்கா கடிச்சா видите தெரியுமா தெரியாது позывы к рвоте у собаки. வெளியே கட்டி போடுவீங்களா And by the time we got a sedative to give the dog died right there. В течение времени, пока врачи ходили за седативным препаратом для того, чтобы собаку уколоть и что-то с ней дальше делать, думать, что делать, собака погибла. How many think it's positive? Кто думает, что это бешенство?
very confident, very experienced all of a sudden. Уже опытные такие диагносты. So I assume the rest said, don't know. True, this was positive. Это, чтобы не мучить вас, да, действительно, это бешенство, случай бешенства. Okay. A cow, not a bull. Для Yeah. разнообразия давайте коровку посмотрим на коровку. Oh, sorry. Ложитесь. Now we all have rabies. Вестибулярный синдром, как выглядит? I'm not sure if... I'm sorry. Okay, so sorry, nothing's happening here. So this cow was reported to us saying that she was headbutting a car and a tree and also chased a few people. When we went there, she was a little quiet, and then later she came chasing the person who is recording. Это владельцы этой коровы обратились к докторам в связи с тем, что она почему-то выбрала в качестве своего места обитания дерево и вот машину одну, которая там стоит, и сидела там, и не отказывалась оттуда выходить, за исключением ситуации, когда преследовала нескольких человек. Но к моменту, когда доктора приехали туда, к этому животному, к этой корове, она так притихла и вот так вот притворялась деревом некоторое время. Однако потом следующее, что произошло, вот в рамках этого видеоролика корова начала преследовать, гоняться за человеком, который ее снимал на видео. She sent 3 people to the hospital. Пойми. She sent 3 people to the hospital. Она молодец, хорошо поработала, 3 отправила в больничку. No, headbutting, horns. Забодала. What do you think? So the key point here is also that she was new to the place. She wasn't around there. She lost her way and came to this area. Еще один момент такой, просто тоже, чтобы вы были вооружены информацией. Корова была в незнакомом месте, то есть для нее это новенькое все вокруг, незнакомое пространство, незнакомое место. Что вы думаете? Бешеная? Positive? How many think it's positive? Кто for думает, rabies? что она бешеная? Good. Some people got it. Yes, it is positive. Да, она бешеная. So this case were reported to. We have a hotline. I'll explain later. So they called us saying this cow here again nearly sent some people to the hospital, or maybe she even did. Very aggressive. Nobody could go near her, and it was from an area where we had picked up rabid dogs. And this is what you will see. Еще одна корова тоже постаралась хорошо, тоже забодала нескольких, даже, кажется, кого-то до смерти. Очень агрессивное поведение, невозможно, никто не мог рядом с ней находиться. Она жила, то есть в месте, где она проживала, ее обитания были зарегистрированы случаи бешенства собак. Not again. Okay, she's coming to attack us. That's me with the camera, very scared. Очевидно, да, что человек с камерой в невыигрышной ситуации тут. The calf is maybe 3 days old. 3-дневный примерно, 3 дня теленку. What do you think? Что вы думаете? Бешенство? Да? How many think positive? Кто думает, что да? Okay. So, no, this one was negative. We did not euthanize her or kill her and test her brain. She was negative because she had mastitis. There was pain because of mastitis. That the calf is trying to drink milk. There's no milk. We sent her to a shelter and gave her antibiotics. She recovered. Она отрицательная. Она не бешеная. Просто у бедной коровы случился мастит.
И ей было так больно, что она пыталась как бы от этой боли убежать и обвиняла в этой боли всех, соответственно, кто пытался к ней прикоснуться, включая теленка. Ее умудрились поймать, отправили ее в что-то вроде лечебницы, полечили антибиотиками, и жизнь у нее наладилась. So we have stray cows like we have stray dogs. Доктор говорит, что у них в Индии, в их зоне совершенно нормально, так же, как есть вот бродячие собаки, также есть бродячие коровы. I hope this one doesn't turn. Okay, this puppy, yes, this puppy is less than 3 months old, and the owner thought they couldn't understand what was happening, and they called us, and all they said was the puppy is just barking. We don't know what to do. Это щенок, ему меньше 3 месяцев. Ситуация такая, что, в общем, владельцы обратились с такой жалобой. Щенок лает, подойти к себе не дает, мы не знаем, что делать. Biting things like a puppy. Also biting things like a puppy. И еще, так же, как все, в принципе, щенки, грызет все, что попадается ему на пути. Oh, can you make this thing smaller? Maybe it will turn around. Не получится у вас перевернуть видео, нет? Okay. Puppy, less than 3 months, biting like puppies do. What do you see? Щенок меньше 3 месяцев, все жует, все кусает. Что вы видите, что вы думаете? Distemper? Okay. Okay. No one noticed the change in voice? Никто не заметил, что голос изменен у щенка. Yep. Странно лает. Positive. Положительный по бешенству. Okay, let's just make sure that this one doesn't turn. Can they make the size of the video small, then it won't turn. Вы можете, пожалуйста, уменьшить вот как бы размер видео, морщить? Нет? Не можете? No, can't? No, Okay. no, he can't. Okay, we'll go ahead. The first one there. So this, the owner bought, again, less than 3 months, a Labrador puppy. Тоже щенок маленький, меньше 3 месяцев. So they bought it from a breeder, as a Labrador puppy, but it's definitely not a Labrador puppy. Владельцам досталось такое счастье в качестве щенка-лабрадора от заводчика. Очевидно, что это не совсем то, что мы называем лабрадором. The breeder said the puppy and the mother was vaccinated. Заводчик, который продал это существо владельцам, сказал, что и мать, и щенок вакцинированы. And by the time we went there, the people had already scared the puppy a lot. К моменту, когда доктора добрались до вот этого щенка, он уже распугал существенно вообще всех людей вокруг себя. So when we went there, the puppy was stressed and was doing what it's doing now. Next video. Следующее видео запустите, пожалуйста. И сам тоже перепугался уже достаточно. What do you think? Что вы думаете? Да? Бешенство, да? Positive? Good. Positive. Да, это бешенство. Okay. Yes. So this dog was reported to us saying was frothing from the mouth, not responding to call, biting. Then when we went there. Еще одна собака, обратились ее владельцы в клинику по тому, что ее рвало, она перестала откликаться на кличку, начала кусаться. Включите, пожалуйста, кино нам.
Could you see that? Chomping, foaming. Видели, да, как вот такие чавкающие движения собака делает? Confused. Also a little bit of poo over there, a little bit of defecation, involuntary defecation. Немножечко следы дефекации. What do you think? Что вы думаете? Positive? Да? Positive, that's 2 and 3 positive, 4 positive, 5, 6. Oh, now everyone's confident. No, it was negative, it was poisoning. Нет, отравление. Отравление, да. Yeah, the dog had some rat poison in the garden. Съел случайно крысиного яду в саду. Yeah. He got better in 2 days. Он поправился через 2 дня. Yeah. Okay. They are now curious what kind of rat poison he had, and the owners had there, because when our dogs ingest our rat poison, they never get better. They never get better. Oh, then we have better doctors. Yes, so this case, call came saying that the cow was attacking. That's all. There Еще was один no- случай нападения коровы на мирное население. And cattle don't get annual vaccinations that dogs get. Cattle don't get that. Для информации вам, по крайней мере, в Индии коровы не получают ежегодной вакцинации против бешенства, в отличие от собак. Okay? Angry cow, foaming at the mouth, not happy. Пена у рта, да, такое неоптимистичное настроение. What do you think? Что вы думаете? Sorry, I don't have much data. Oh, yeah. Бешеная. Oh, that 1, 2, 3. Бешеная, бешеная. Good, positive. Да, да, безусловно. Okay, this cat we got recently, it bit the owner, and she went for vaccination, and the nurse over there told her to bring the cat to us to tell her if the cat was rabid or not. So this is how we got the cat. Это кошка, которая не так давно укусила свою хозяйку. Хозяйка побежала к доктору для того, чтобы ей обработали укус, место покуса. И медсестра, которая обрабатывала ей покус, сказала, чтобы она обязательно принесла кошку докторам на предмет констатации или исключения бешенства. May have been vaccinated, not sure. Вопрос вакцинации остается открытым. Нет понимания, вакцинировалась кошка или нет. Okay. It's going to turn now. Kitty. I wish the videos didn't do that. Kitty. Okay. That's it. That's all it did. Dull, wasn't interested in food, and that's it. По симптомам у нее наблюдалось угнетение просто общее у этой кошки, не было интереса к еде, и в принципе все.
And this is day 2. Day 1, the cat looked a little better. By day 3, she was a lot more dull. Day 3. This is day 2 in observation. No, dull. Это второй день наблюдения. Все выглядело вот таким образом. На следующий день, на третий день, кошка ухудшилась, стала более угнетенной. Yeah, that's it. I won't tell you what we did. Это все. So, what do you think? What would you do? Что Wait for 5 days? подождем Да. до 5-го дня? Что? And how did the cat behave at home? How did it feel at home? Same way, like. No, the cat was friendly at home, and it bit the owner suddenly. Yes, and afterwards. After that, After she bitten the. How did she behave at home? they brought it to us after that. Immediately. Не очень понятно, как кошка себя чувствовала дома после покуса. Она покусала владелицу и практически сразу оказалась в клинике. That was all. She was trying to play with the pen a little bit. She wasn't. Oh, you mean the pedal reflexes? Yes, she was dull. Generally, she didn't score well on any reflexes. She had reflexes? Dull, slow. Ну, то есть рефлексы, да, удалось оценить, но они были все в таком как бы сниженном режиме. A little salivation. И There's a немножечко little drooling. сливации тоже было видно. And what about popular eye reflex? Can't remember. Не помнит доктор, к сожалению. You would wait for another 2 days, right? That's what. Какие ваши действия? You said wait for 2 days? Подождать еще пару дней, например, да, вот было предложение. No, we euthanized it after this on day Да, 3. глупости, все, ультразвук нет, эвтаназия на третий день. Yeah, but we did, and it was positive. I was shocked. И не зря, потому что кошка была бешеная. Yeah? УЗИ говорите? I know it's scary if you go wrong what you do, but yeah, we're used to this now. We're pretty. Такая история, да, неприятная. То есть есть желание что-то такое вот сделать, типа там ультразвука. Но... So this is a case where actually you can start to play it. It doesn't start for a long time. You can start Вы playing можете it. запустить кино нам уже, пожалуйста, спасибо большое. You can hit play. I hope it doesn't. Oh, it doesn't move. Lovely. Okay. So this case, the owner, the person, it's his CCTV, and he called us saying that there's a dog troubling his dogs. Здесь ситуация, это съемка с камеры владельца двора, который вы видите перед собой. Владелец обратился к докторам по причине того, что к нему во двор проникла собака, и она атакует его собак. So he had one dog, and the dog had puppies. Одна из сук этого владельца привела щенков. А мы звук можем выключить из кино? I think he got him here somewhere. Okay. Спасибо. Trying to save the puppy. And they go around over there. Again, he went back. See? Yeah. So you see 3 dogs. То есть 3 собаки у нас, получается, в общей сложности участвуют в разборках. First one is a 5-month-old puppy. Маленький щеночек, который вот принадлежит владельцу дома. And then there's this intruder dog who's chasing the puppy. Дальше вот этот незаконно проникший на территорию дикий пес, который нападает на этого щенка. And then the third dog is the mother of the puppy. И третье вот в этой кавалькаде, сабалькаде, это мама щенка, которая пытается своего щенка спасти. Trying to save the puppy from the new dog. Пытаясь спасти его от вот этого пришельца. So what happens here, the rest of the video, the puppy and the new dog get stuck here, and he killed the puppy. Что происходит дальше? Дальше щенок вместе с вот этой дикой собакой забиваются в угол, и в итоге собака убивает щенка. And also bit the mother. И кусает мать. And he got stuck in a
in a fence over there we can't see. На моменте бегства он застревает, вот этот дикий пес, пришелец, застревает в заборе. Мы не видим, нам этот кусок как бы двора не виден. And died suddenly. We took an hour to reach, but he was dead by then. He died immediately after getting stuck. И погибает, застряв в заборе. Не от застревания, вероятно, в заборе. По другим причинам. Доктор говорит, что им понадобился примерно час, чтобы среагировать на вот это обращение. К моменту, когда они добрались уже туда, вот эта собака, застрявшая, дикая, была уже мертва. The question is, What's his question? was there a possibility that the owner of the yard and the rest of the dogs actually killed this dog that was stuck in the fence? He In a revenge, to try to revenge for revenge. Yeah. Right. So anyway, in this case, we didn't have to do anything В этой ситуации зато не пришлось принимать решение об эвтаназии, because the dog was dead. потому что все уже было сделано до нас. We tested it positive for rabies. The puppy had already died. Вот этого пса погибшего тестировали, он положительный по бешенству. Щенок для нас интереса не представляет, потому что он уже погиб, был убит вот этой собакой. And mother was vaccinated, luckily, so she did get bites, but we gave her a booster. Мать, к счастью, была вакцинирована, несмотря на то, что она была укушена бешеной собакой с подтвержденным бешенством. Ей сделали по причине покуса бустерную дозу вакцины. Yeah. Twice. Дважды сука была вакцинирована. If the dog's regularly vaccinated, just one booster is enough. Booster, you mean 2 injections? No, one. If the dog's been vaccinated regularly, just one booster Why you is did enough. 2 times? Here we were not sure. I think it was more than a year. Обычно, если известно достоверно, что собака была вакцинирована в обозримом прошлом, то достаточно одной дозы вакцины, то есть однократной вакцинации, одного бустера. В случае, если, вот как здесь, например, она была вакцинирована, это достоверно, но может быть пограничный какой-то срок, там год, может быть чуть больше года прошло с момента вакцинации, и поэтому была такая подстраховка выбрана, то есть двукратно животное было вакцинировано. And the owner actually liked his dog a lot. I think he got all 5 done by a private vet. А вообще, может быть, просто владелец был нежно привязан к вот этой собаке, и доктор говорит, что у нее есть на задворках подсознания ощущение, что все 5 вакцинаций сделал в итоге владелец своей собаки на всякий случай. В течение года собака, вот, ну как, года вакцинирована, тогда один бустер? Или как? Я не совсем поняла. Please repeat. At which time do we need passed from the vaccination, from the previous vaccination, when if the dog was attacked? For how long? What is the time period where we can do only one booster? And when does this period end and we need to make 2 boosters or 5 vaccinations? So it takes 2 weeks for the vaccine to start working. Between 14 days to 28 days for the vaccine to start working. Для того, чтобы вакцина запустила иммунитет, сформировала напряженный иммунитет, требуется от 14 до 28 дней. And the protective titer in the dog's body will start dropping from the 3rd year. From 1 year? No, if you're using the 3-year immunogenic vaccine, like Novivac, so after 3 years, the titer stops dropping. Титр, необходимый для поддержания соответствующей напряженности иммунитета при использовании стандартной, там, несколько-валентной вакцины, как, например, Novavax, начинает снижаться, начиная с 3-го года после вакцинации. This is if you're using a good vaccine. Some vaccines work only for 6 months. Что вы пользуетесь хорошей, качественной вакциной, потому что есть вакцины, например, у которых титр вот этот рабочий остается рабочим, защитным только на протяжении 6 месяцев. So from then on, you can treat the case as fresh if it's been a very long time since the dog got its first dose.
A what? So if a dog hasn't had its vaccine for a long time, more than 3 years, What is long time? 3 years. more than 3 years, В случае, если собака не была, была вакцинирована давненько, то есть более 3 лет прошло с момента вакцинации, you can treat it as a fresh case. тогда мы относимся к такой собаке, как к собаке не вакцинированной. So the rabies virus, so the vaccine is a killed vaccine. So you need to remind the body to produce the antibodies. So once you give one shot, it needs to be reminded 3 weeks after to get good immunity. Для того, чтобы запустить вот этот иммунный ответ, качественный иммунный ответ, необходимо организму напомнить, для того, чтобы он включил свои антитела. Поэтому делается первичная инъекция в такой ситуации, когда мы говорим о том, что более 3 лет прошло с момента вакцинации. Первичная вакцинация, и затем через 3 недели нам нужно еще раз как бы затвердить вот эту выработку антител. So if you remember, puppy vaccines are 3 months, you give one shot, and 15 to 21 days later, you give one more shot. Если вы вспомните щенячью вакцину, то есть схему вакцинации щенков, то у вас первая инъекция, и спустя 21 день вы делаете повторную инъекцию. Okay, does that answer your question? No, that was not the question. Oh dear, okay. The question was, if we have a situation, what is the time limits for animal being vaccinated? Uh-huh. A year passed since vaccination. Okay. A year and a half passed since vaccination. 3 years passed since vaccination, and the dog was attacked. So after a year passed, then we need only one shot of vaccine. After a year and a half passed. Oh no, so there is no recommended post-exposure schedule. So you can do actually One is enough, but vaccine companies suggest 5 on their box, like in human beings. If we have more than a year passed since vaccination or whatever. Whatever. На самом деле не существует четких рекомендаций по отношению вот этого постэкспозиционной вакцинации, постэкспозиционной схемы, за исключением той, что зарегистрировано для людей, описано для людей, то есть когда происходит контакт, независимо от того, вакцинирован ли человек или нет, когда происходит контакт, покус бешеным животным, необходимо провести бустерную вакцинацию, которая содержит 5 инъекций. Это 5. Это такая базовая схема. То же самое условно рекомендованный для собак, вне зависимости от вакцинального статуса. But if it's past 3 years, it's as good as not being vaccinated. So that's why I said 2. If it's past 3 years, that's when I said treat it as a fresh case. 3 years since the last vaccine. Но обычно, доктор сказала до этого, что одного раза бывает достаточно в такой ситуации для того, чтобы встряхнуть немножко иммунитет и напомнить ему, как правильно антителами справляться с этим вирусом. В случае, если мы подразумеваем ситуацию, когда собака была привита более 3 лет назад, то есть когда мы точно не можем опираться на вот этот вакцинальный титр, который мы создали, тогда мы должны переходить к более решительным, то есть приближаться к вот этим 5 инъекциям. Okay. This case we were called because this calf was aggressive, and there was headbutting. The calf was hitting the wall, and wasn't mingling, wasn't very happy with the other cows in the shed. В данном случае обращение было в связи с тем, что теленок стал агрессивным, пытался забодать стену и не реагировал, не играл нормально, не демонстрировал нормального социального поведения с другими коровами. And there was also a dog in the area a few weeks back. No one had seen the dog before, and they didn't see the dog later. И еще были сведения, что вот в этой зоне, в этом регионе видели собаку, которая там внезапно появилась, то есть никто раньше не видел эту собаку до этого, и потом она также внезапно исчезла. You can play the video. So that's all it did. You try to go near it, and it would come to attack. На самом деле вот так вот, в принципе, его жизнь и выглядела. То есть как только кто-то пытается к нему приблизиться или какой-то предмет к нему приближается, он вот так вот безудержно нападает. What would you do? Что делать?
Ultrasound, MRI. Настойчивое желание у коллеги провести ультразвуковое обследование. МРТ можно. In this case, the owner didn't want the calf. He asked us to take it away. He said, do what you like, I just don't want this calf in Тут my house anymore. ситуация облегчалась тем, что владельцу вот этого всего великолепия не нужен был этот теленок. Он сказал, вообще все, что хотите с ним делайте, только заберите его от моих животных. And it was also a female. Cows are very sacred in India. It was a difficult situation for us to manage. We don't have places to isolate cows, and he wanted to leave it out free. Based on, Это сложная достаточно была ситуация именно с точки зрения работы с этим случаем, потому что понятно, что такое животное нужно куда-то забрать, потому что владелец сказал, что вы его не забирайте, я ее выпускаю, его, и пусть он там что хочет делает на улице. А у них условий нет для того, чтобы карантинировать, изолировать таких крупных животных. So with what we had, there was a dog that came in. They think it bit their cows, they don't know. And this sudden change in behavior and no place to go, we took consent and euthanized the calf. В связи с этим, а также в связи с тем, что вот были сведения относительно вот этого гастролера, пса, который появился на каком-то этапе в жизни вот этих коров, возможно, он укусил корову, затем исчез и там, вероятно, где-то погиб, но тем не менее, с учетом по сумме вот этих вот всех составляющих было принято решение теленка усыпить. And off camera, I was crossing my fingers. I wasn't sure. I wasn't sure. It was positive later. Но доктор говорит, что она так только вот это стечение обстоятельств в данном случае позволило ей с чистой совестью усыпить животное, и это решение оказалось верным, потому что теленок был действительно бешеный. Okay. I think that's the end of the videos. Yes. Any questions? Вопросы, пожалуйста. Did those cows have any wounds on the body, somewhere on the skin wounds, or difficult to detect? Yeah, difficult to tell. The owner thought the dog might have bitten some of the cows in his shed. Сложный вопрос такой. Здесь владелец сделал предположение, что собака укусила корову. Да, и людей, которых забодала эта корова, и они попали в больницу, их вакцинировали, или так как не было факта покуса, то ничего не делали? It is also a question regarding people who actually were sent to hospital by those cows. The ones before. Yeah. Were they vaccinated, or because they were sent to the hospital just because of like dump trauma? Technically, they don't need a vaccine, but we recommended they take vaccine. На самом деле, если так по-честному говорить, то им не нужна была вакцинация, потому что это действительно не экспозиция к вирусу в ситуации забадывания. Но доктора порекомендовали все равно на всякий случай этим людям привиться, и все они привились. И можно еще не очень корректный, может быть, тупой вопрос. У нас бытует мнение, что в Индии корова священное животное. И как владельцы относятся к тому, что доктор предлагает грохнуть это священное животное? So it is difficult, but in the situations that we have been in, there were stray cattle. They didn't have an owner. Это вообще всегда непростое решение, но вот в ситуациях, которые мы видели с коровами взрослыми, это были дикие коровы, то есть у них не было владельца. So the local head, the local elected head, we take permission from him or her before euthanizing. То есть есть некий местный человек, к которому они обращаются для того, чтобы спросить разрешение на эвтаназию коровы. At that point, В такой ситуации, когда она никому не принадлежит. Что-то вроде, да. and at that point they're asking us to euthanize. Но Yeah. зачастую, на самом деле, вот это, я так понимаю, что это, извините за мой французский, типа сельсовета что-то, да, что они сами просят
их усыпить, потому что, ну, эта ситуация небезопасная для всех, и для людей, и для других животных. And if someone is upset, the explanation is that the animal is suffering, and to end suffering, you would Но euthanize. если кто-то из двуногих расстраивается настолько сильно, убивается как-то по поводу принятия решения относительно эвтаназии, то у докторов у нас есть всегда такой козырь объяснить владельцам, что животное очень сильно страдает. То есть для него в процесс боления бешенством, клинической симптоматики бешенства, это сплошные страдания. И это тоже очень убедительное обычно бывает. Also, in these cases, many times people help to catch the cow or the dog. They've already touched it in some manner, and sometimes even help us bury it. So everyone gets vaccinated. И еще такой We важный recommend. момент, касающийся особенно вот таких сложно поймаемых животных, очень часто владельцы или кто-то вот из местных помогает ловить, или собак тоже, и также коров таких бешеных, для того, чтобы каким-то образом их зафиксировать, и зачастую страдает тоже от покусов, и тогда все, кто принимал участие в этой облаве, все подлежат обязательной вакцинации. Можно вопрос? Да. У меня конкретно по представленному животному, по кошке. Вот она покусала хозяйку, ее принесли, посадили. То есть она, вот сказали, сидела 3 дня. В этот момент она получала какие-то анализы, какие-то процедуры? Она вот себя плохо чувствовала? Или просто 3 дня она сидела, на него смотрели и... Question is regarding the cat that you showed. You've been conserving it, caging it for 3 days. The cat? The cat, yeah. The cat did not feel well Yeah. initially, so depressed and all that. Did you perform any treatment, any Yeah. supportive care, any testing? So the cat was first on IV fluids, if I remember. Кошка получала соответствующие лечебные мероприятия, поддерживающие лечебные мероприятия, инфузионную терапию в частности. Was also on antibiotics because it was Вероятно, dull and no антибиотики appetite. тоже. А наблюдалась ли гипертермия у собак и кошек? Наблюдаемых. Да. Did you ever mention the fever, the elevation of body temperature in the animals that you've been... Yes, a few cases that we have recorded, there's a slight fever. Да, несколько случаев, которые они зафиксировали, имели в качестве одного из клинических симптомов повышение температуры. Да, и еще вопрос. Если эти животные, ну вот если эта кошка, например, получала лечение, то какая была защита персонала, как проводилась инфузионная терапия и инъекции, ну, в практическом плане, чтобы предотвратить вероятность заражения людей? И еще один вопрос, ну сразу же, просто чтобы отдать микрофон. Каким образом утилизируется корова с подтверждением на бешенство? Ну, большая груда мяса, что с ней делают? So 2 questions actually. The first question regarding again the cat that had been receiving treatment, certain treatment. What were the aids to protect the personnel, the staff that worked, like because putting the catheter, IV fluids, injections, whatever. How is it organized? Yeah, so since we deal with rabies cases regularly, if an animal is under suspicion, we treat it separately, and there's a protective gear, and the people who are involved are very aware of the case. But we've had cases that come in for surgery and have gone through surgery and woken up rabid also. And that's very dangerous. So everyone in the hospital and clinic are vaccinated. Что касается первого вопроса, то так как их клиника специализируется на работе с бешеными животными, естественно, сотрудники, которые работают с такой категорией пациентов, они, понятно, готовы к всяким нестандартным ситуациям. Такие животные содержатся отдельно, и при работе с ними соблюдаются все меры предосторожности. Но доктор говорит, что были случаи у них, когда бешеные животные приезжали к ним в клинику по каким-то там другим причинам, оказывались у хирурга, оказывались на операционном столе, просыпались после анестезии, и, в общем, ну, не очень такая хорошая ситуация, которая, в принципе, от которой не застрахована никакая
клиника, по большому счету. Поэтому в любом случае даже персонал, который непосредственно не работает как бы по своей специализации с животными, подозреваемыми в бешенстве, все вакцинированные и достаточно строго инструктированы в этом отношении, не более того. And the second question is about what do you actually do after you euthanize the cow? Because the cow is a Big. died cow, it's a huge amount of Yeah, a deep burial. Deep burial. Глубокое захоронение. Это второй вопрос по поводу коров. Что делать с коровой, которую усыпили? Yeah, just deep burial. Да, просто глубокое захоронение, точка. Еще вопрос, пожалуйста. Мы обсуждали клиническую задачу, когда собака с неизвестным вакцинальным статусом покусала собаку хозяина. И была рекомендация вакцинировать ее сразу и обработать место укуса. А если эту ситуацию развернуть, если владелец пришел через неделю после этого укуса, через 2 недели, через месяц? The question is just in continuation of the protocol that we discussed regarding the actions, the measures of the vet, where an owner brings to him a dog, his own dog, bitten by an unknown dog, a suspicious dog. We discussed it that the owner contacts the vet like immediately or day after. What shall we do if it happens in a week time? Напомните мне сроки, пожалуйста. Через неделю? In a week через time? 2 недели? 2 weeks? Месяц? 1 month. What do we do? So this is a dog that's never been vaccinated and has been bitten but a month before and comes to you. То есть, например, мы рассматриваем ситуацию, когда невакцинированная домашняя собака была укушена, и через месяц владелец после покуса решил, что надо все-таки врачу ее показать, да? Не так. Вакцинированная домашняя собака. Vaccinated. If the dog was vaccinated. If the dog's vaccinated within the safe term, and then you give a booster. And there's no wound to clean because in 1 month Бустер. there's no wound. Такая собака получает бустер, рану мыть уже вряд ли вы ее найдете. Да, и через 2 месяца даем бустер, и через 3 месяца. And Ну, in вдруг 2 так вот. months, and in 2 months we also give booster, and in 3 months we. What is Okay, so in human beings, if you've been vaccinated today, you finished your pre or your post-exposure today, you don't need to take a booster in the first 3 months. У людей, если вы были вакцинированы и закончили свою первичную схему вакцинации, вам не нужно ревакцинироваться в течение первых 3 месяцев. То есть, если даже произойдет экспозиция. Even if we are exposed, right? Yes, even if Да. we are exposed. То есть, если вы закончили свою вакцинацию и в течение 3 месяцев после окончания вы получили экспозицию вирусу, подверглись экспозиции, вы можете не делать бустер. So I would apply that to dogs also because I haven't dealt with such a situation, nor is it recommended anywhere what to do. Однако на собак мы это перенести не можем, потому что нет таких рекомендаций, то есть у нас нет такой информации. So for how long shall we then vaccinate, give this booster vaccination for the dog that was bitten some time ago, like a year ago? But he's vaccinated, right? Yes, before. And yeah, so it doesn't matter when the dog was bitten, you still give a You booster. still give a booster. Okay. Я так понимаю, что ваш вопрос, когда мы должны закончить относиться к этой же покусанной собаке как к подозреваемой в бешенстве. Да. Нет этому конца. And you can choose if you want to do 1 or 5. Единственное, что вы it's можете, 5 конечно же, required. когда собака пережила там, например, 3 месяца или полгода после покуса, вы можете не рассматривать вариант вакцинации 5-кратной, а использовать однократный просто бустер. Спасибо.